Хай Барби, хай Кен! Рада приветствовать на канале Бульбина Долл, я Альбина. Рада всех видеть. В прошлом видео в обзоре Barbie Basics я упоминала о том, что ко мне едут наборчики Create Barbie. Наверное, многие о них уже наслышаны. Новые приколюхи, которые были выпущены вместе с Barbie Basic. Наборы «Собери сам». Один из таких наборчиков ко мне доехал, и я предлагаю рассмотреть, что оно такое. Поставляется данный набор кукол вот в таком шипере. Я его предварительно открыла, чтобы не занимать ваше время. Давайте освободим его. Кстати, такой же второй стоит, да, на фоне, уже открытый. Но неважно. Я вам прям все с нуля показываю. Тыдыщ, вот он, тяжелая, увесистая и очень красивая коробка. В общем-то, этот набор кукол был представлен на сайте Mattel Creation по цене $100. Он включает в себя 3 тела для Барби, 3 головы для Барби, 3 парика, 3 комплекта одежды, 3 комплекта аксессуаров. И нам предлагается собрать самим свою Barbie Basics. Выпущен набор в 2025 году, в этом году, как и Barbie Basics. Дизайнер, который создавал образы этих кукол, Карлайл Нуэра, и головы, которые представлены в нем, имеют абсолютно новые молды, которых ранее мы не видели. Как я уже сказала, коробка очень тяжелая, черная, глянцевая. По-моему, просто сногсшибательно она выглядит. Спереди написано Barbie Signature. Указано Kit 001. Таких наборов на данный момент выпущено 3. Первый, второй, третий. Каждый из них подходит к одной из 3 стандартных Barbie Basics по скинтону. Конкретно наборчик, который мы с вами сегодня рассмотрим, подходит к азиаточке номер 1 Barbie Basics, которую мы распаковывали в прошлом обзоре, в первой части. Впереди написано: ты собери Barbie Basics, точнее создай. Быкующий какой-то набор. Нормально общались, что ты начинаешь? В общем-то, коробка на нас быкует. И больше как бы ничего. Белые рамочки, все лаконичненько, как и у коробок стандартных Basics'ов. А сзади показаны все вариации, которые можно собрать из куколок в этом наборе, то есть из голов, париков и тел. В общем-то, предлагаю не сильно затягивать, давайте его открывать. Мне безумно интересно посмотреть, что оно такое. Конечно, фотографии, которые гуляют уже в интернете, я думаю, многие видели, очень пугают, мягко сказано. Ну, посмотрим, так ли все ужасно. Впереди наборчик на липучке. Оп, открыли. И 2 створки раздвижные. Оп. Сумасшедшего какого-то размера махина, не так ли? Это может служить полноценным фотофоном. Ну, как бы. Итак, поближе кадр. Раскрывается коробочка, как я уже сказала. И на нас опять, то он орет: ты! Теперь на нас выпадает быкующая инструкция. Что мы видим? Barbie, you create Barbie Basics, хэштег, 3 тела, комплекты одежды, всякого аксессуаров, париков, и стоят куколки типа уже собранные. Да, кстати, большущая особенность этого набора то, что все головы здесь лысые, и под них идут разные парички. Но сейчас мы это все рассмотрим. С другой стороны, сама инструкция. Как надевается голова, как надевается парик, и получается куколка, и как ее одевать. Как будто бы кто-то этого не умеет делать. Я думаю, что стар, что млад, все справились бы без инструкции. Коробка настолько огромная, что она не влазит в кадр, придется ее показывать вам частями. На одной створке раскрывающейся написано «Кастомизируй, персонализируй, играй». Это, походу, девиз Barbie Basics в принципе. 3 вариации, как могут выглядеть куколки, которых мы должны сами собрать. Внутри второй створки много букв. Ты создай свою Barbie Basics. Набор You Create Barbie Basics воздает должное черному цвету. Черный цвет прост, гладок и силен. Он отчетлив, но тонок, драматичен, но непринужден, и это неприкосновенный цвет, который выдерживает испытания временем. Он может быть сдержанным или смелым, элегантным или бунтарским. Он обладает тихой силой усиливать силуэт и любые аксессуары, которые к нему подходят. В общем, куча текста о том, как мы можем творить из черного черный, черное в черном доме, черная черной квартире, черная рука создавала черных Барби.
Так, серединка. Ну, это просто целый шкаф. Я не знаю, как вам, я показывала в начале, но, в общем, это просто огромный шкафенций. Что мы видим? Тут ячейки с аксессуарами одежды, как я понимаю. Здесь у нас спереди прикреплен сертификатик подлинности. Ничего себе, даже к этому набору его сделали. Засунься, ну не быкуй. Сертификат ровно такой же, как у Barbie Basics, которых мы рассматривали с вами. Ну и здесь мы видим какую-то чернуху. 3 черных гробика с оторванными бошками лысыми. В общем, какой-то фильм ужасов. Та-дам! Вот они, 3 куколки. Давайте быстренько подкрепляем и головушки, и тела, и рассмотрим их поближе. Я освободила все комплектующие. Первое, что мы видим, 3 тела: петит, пышка и высокая. Все они с новыми креплениями, с новым этим механизмом снятия головы упрощенным. И все одного скинтона. Крипипаста. 3 лысые башки. Лысая башка, дай пирожка. Это 3 совершенно новых молда. Называются они Лизет, Рид и Ширл. Кто есть кто, я без понятия, если честно. Если вы уже где-то видели информацию, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мне самой интересно. Первая лысенькая головушка, очень симпатичная, мне очень нравится. Нежная розовая помада, красивые брови, красивый макияж глаз. Очень симпатичненькая. На что очень многие жалуются, кто уже получал эти наборы, это то, что поскольку куклы не прошиты, не прострочены, у них якобы шов под подбородком. Итак, смотрим. Да, шов здесь, и выглядит это так себе. Такой блестящий глянцевый край. Очень сильно отличается пластик лица и вот этой части. Ну, в общем, конечно, уродливенько, но по идее, когда голова будет посажена на тело, это не должно будет бросаться в глаза. Проколоты уши сразу, для того, чтобы мы не утруждались. Сзади традиционно год 25-й и Mattel эмблемка. Вторая головушка, тоже очень симпатичная, и новые молды — это, конечно, радостное событие, это очень интересно. У нее серебристые тени, нюдовая помада, взгляд в сторону. Тоже проколаны уши, тоже лысая голова, тоже шов на подбородке. Очень симпатичные, мне нравятся эти молды и рисовка, даже очень. Никаких изъянов не вижу, мейк ровный. Третья головушка, губастенькая мадам в веснушках. И тоже очень даже мне нравится. Темно-красная помада, голубые глаза, смоки айс, темные брови, пробиты уши, все то же самое. И страшный шов. В общем, из вот таких 3 головушек нам предлагают создавать своих собственных кукол, посадив их на любой тип тел, который хочется. Ну, в общем-то, предлагаю поиграть и начать собирать своих собственных Basics. Делать буду все на свое усмотрение. Погнали! Вот эта головушка, мне кажется, самой крупной, поэтому я имею желание посадить ее на пышное тело. Все это же должно происходить легко и просто, и так это и есть. Вот такая у нас красоточка на пышном теле получилась. Первый пошел. Вот эту хочу сделать высокой. Чпинк! Вот такая высокая мадам у нас получилась. Кстати, извините за обнаженку, но демонстрируешь все поэтапно. И этой красотке пока что остается тело петит. Пиу! Вот такая у нас петиточка. Третий пошел. Все головы идеально подходят по скинтону к телам, никакого разнотона, все просто прекрасно. Погнали играться дальше. Здесь у нас, как я уже показывала, ячейки с одеждой, аксессуарами и всяким таким. Достаем первую ячейку. Сектор приз на барабане. Ячейки из обычного картона, покрашенного в черный, а внутри пакетичек, тоже черный. О, и в первом пакетичке у нас парички. Первый паричок темно-темно-каштановый. Черным я его не могу назвать, он темно-темно-каштановый.
Каждый паричок в сеточке, что есть хорошо. Второй паричок подлиннее, красные, такие рыже-красные волосы. И третий паричок кучерявый, золотистый блонд. Какой парик выберем для нашей пышки? Так, по-моему, немножко травести дива. Так уже ситуация получше. А на вот этом варианте я, пожалуй, и остановлюсь, потому что он красиво смотрится с ее губами. Парички, кстати, все на прорезиненной шапочке. Сейчас я за кадром, потому что не очень удобно на весу, его натяну нормально. Вот такая вот русалочка Ариэль у нас какая-то получилась. Парики неплохого качества. Гладенькие волосы, в материалах, я уже много раз говорила, не разбираюсь, блестящие. Этот парик прошит красным и темно-бордовые прядочки там виднеются, не знаю, видно вам или нет. Сидят парики, конечно, очень странно. Плотно, они не слетают, при всем желании он не слетит, но, конечно, как вы видите, он топорщится. Немножко подтяну, но... Немного неестественно это выглядит. Ну, в общем-то, заметно, что парик. Куда ж ей его натянуть? Эту куклу я вижу брюнеткой. Она мне очень сильно напоминает одну мою подругу внешне. А она от природы брюнетка, поэтому примерим темный парик. Только сейчас заметила, что этот парик как бы с выстриженной челкой. Спереди такая, как корешка, а сзади длинные волосы. Я думала, что он весь длинный, сплошной. Блин, такая примерно стрижка как раз была раньше у моей подруги. Теперь мне эта кукла вообще какая-то ее мини-ми. Оля, привет. Мое субъективное восприятие, не знаю, мне очень похоже. Но этой малыхе остается блонд. Получилась такая гламурная чика. Этот парик мне, наверное, нравится меньше всего. Он какой-то странный. Жесткие волосы. И на нее, конкретно на эту голову, он большеват. Он топорщится, соскальзывает. И мне даже кажется, может слететь. Нет, держится. Резиновые шапочки свою функцию выполняют. Ну, слегка сдвинулся. Не идет ей этот парик, но ладно. По парикам. Неплохо, но мне кажется, могло бы быть лучше. За свою цену хотелось бы более... качественные парики. Эти нужно укладывать дополнительно, чтобы волосинка к волосинке была. Ну и, конечно, как я уже говорила, они сидят странновато, странновато. Во второй ячейке 2 пакетика. Это ячейка с одеждой. Кофточка с сетчатыми рукавами, топ. Такой, извините за выражение, как из жопы. Еще один топ из того же места. И вообще какая-то непонятная загогулина. Это, я так понимаю, какой-то боди, купальник, бодик. Но сейчас это выглядит как второй пакетик. Тут у нас мятая короткая юбка. Сзади с маленьким разрезом. Длинная юбка, тоже мятая. И, наверное, самая интересная одежка именно из низа. Это вот такие латексные спортивные брюки. С манжетами, кстати. Честно сказать, качество одежды оставляет желать лучшего. Ну, типа, ожидание, реальность. Mattel уверяли, что все части гардероба этих куколок можно комбинировать между собой, и они должны подходить на все виды тел, но я не верю. Вряд ли этот бодик подойдет на пышку, вряд ли эти брюки подойдут на пышку. Ну, мы, конечно, попробуем аккуратненько, но очень сомнительно. А, например, в этой юбке та же петитка, по идее, утонет. Пыталась натянуть бодик на пышку, но нет, он просто сейчас луснет. Ей он не подойдет. Выбираем для нее юбку, самую большую. И попробуем вот этот топ. Честно, одежда это полная Г. Ну, во-первых, это лютейшая синтетика со стрейчем, якобы для того, чтобы одежда ж подходила на все типы тел. Но тут у нас реальный обман. Например, взяла я кофточку вот эту с рукавчиками сетчатыми. И она на пышку, но просто с такой лютой натяжкой, просто еле-еле застегнулась. И это при том, что на промо многих самых первых
Именно в такой одежде Пышка и была. Но просто посмотрите на это, ужас. Я ставлю жирный дизлайк, минус. Не знаю кому, отделу контроля качества Mattel. Они вообще тестировали эту одежду, натягивали на все типы тел или нет. На петитку гигантская эта юбка, выворачиваются края. Бодик, ну вот, стягивается вместе со всем. Он тоже на нее велик. Тут еще пол петитки влезет. И, кстати, вот этот бодик, наверное, это единственная приемлемая вещь. Но не на петитке. Единственное, на кого более-менее сели вещи, вот этот топ, по крайней мере, и брюки, это высокая. И вот брюкам и этому топику, ну, тоже как бы лайк, это неплохо. Ну, правда, бляха-муха, ну не за те деньги, сколько стоит этот набор. Давайте будем честными. Поехали дальше. Следующая ячейка с одним крупным пакетиком. И здесь у нас обувь и аксессуары. 3 пары обуви. Вот такие сандалии на большой платформе. Ремешки с серебристыми, типа металлическими какими-то заклепочками. Такие как мюли с открытым носком, если я неправильно называю, извините, на каблуке с буквой «Б» Барби. Обувь, кстати, реально симпатичная, мне нравится и та, и другая пара. Ну и третья пара обуви, это пока что, по крайней мере, мои фавориты. Сапоги высоченные, ботфорды, на большом каблуке, большой платформе. Из полупрозрачного пластика они выглядят как какие-то ледяные сапоги. Мне они просто ужасно нравятся, не терпится их примерить на кукол. Сапоги, кстати, с очень широкой халявой, поэтому я их сейчас буду мерить на Пышку, пожалуй. И тут еще и запаса предостаточно. Хоть на Кена надевай. Ну, такие вообще прикольные говнодавчики. Простите за такие названия, я с Донбасса. В общем, сапоги просто пушка, ракета. Мне нравится. Ну, хотя они не очень идут под эту одежду. Но я не представляю, под что они еще лучше из этих комплектов могут подойти. На петитку очень хотелось надеть эти мюли, но Mattel проебались и здесь. Они на нее гигантские, и они не держатся. Обувь не подходит под все типы тел. Вердикт по обуви. Обувь офигенная, но обман в виде того, что она не подходит на все типы тел, непростителен. Я изначально, когда этот набор появился, задумалась, как может одна и та же обувь подходить и петитке, и стандартной, и высокой Пышке, если у Пышки и высокой Барби крупнее нога, чем у всех остальных, а у петитки вообще самая мелкая. Ну, в общем, это трэш какой-то. Это просто обман, и я считаю, это дно. Ну и так, в комплекте еще идут аксессуарчики. Вот такие сережки. Вот такое колье. И вот такие очечки. Честно, все лютый дешман. Самый дешевый пластик. Такие украшения на игровушках были у меня в детстве, на куколках, причем на подделках Барби. Ну, в общем-то, по украшениям это тоже, я считаю, минус. Они простецкие, дешманские, а учитывая цену в $100 на этот набор, ну, блин. Можно было что-то получше придумать. В последней ячейке пакетики с подставками. Шесты прикреплены вот там в гробиках, а основания вот здесь в пакетиках. Вот так они выглядят на своих подставочках. Ну вот так сдалека вроде бы и неплохо. Так, решила немножко поменять местами им головы, парики, переодевать. Ну, чтобы посмотреть все возможные вариации игры. Это у нас теперь головушка на петит теле, это на высоком, это на пышном. Мне кажется, с черным ей было лучше париком, ну ладно. На петит тело подошла идеально кофта, на удивление, но только лямки чуть-чуть торчат. Юбка большая. Очередной минус в том, что на петит тело не подходит ни одна обувь по факту. Подошли только эти сапоги, но, во-первых, она в них выглядит, как будто она на рыбалку собралась. Ну и, во-вторых, если присматриваться, то видно, что и они на нее большие. А вот эта обувь слетает ровно как и эти мюли. Они подходят только Пышке
пышке и высокой. Ну, этот парик мне не нравится ни на ком. Это самый слабый паричок. Красный, наверное, самый лучший все-таки. Но зато на высокое тело нормально села вот эта вот ужасная юбка. Нормально сел бодик. Бодик все-таки самый интересный, но напоминаю, что он не подходит пышке. Ну и идеально подошла вот эта обувь на высокую. А вот эта головушка, пересаженная на пышное тело и именно с таким париком, и можно его повернуть, чтобы пробор был не посередине, как мы видим, это просто моя фаворитка. Ей так идет, она такая милая, и она мне ужасно напоминает одну актрису из фильма «Шоу Girls» в молодости. Я забыла, как ее зовут, потом погуглю, напишу где-то здесь. В общем, вот она в таком образе просто милашечка, как ей идет быть брюнеткой. Ну и приятная новость в том, что эти брюки подошли пышке, сели идеально, и топ этот пышке подходит. Опять все переменилось. Ага, вот опять все переменилось. Что изменилось? Эта головушка теперь с черным париком и на петит теле. Эти брюки на петитке выглядят немножко нелепо. Ну, это возможно, но не очень красиво. На высокой и на пышке лучше. Парик этот, наверное, на втором месте для меня. Обувь. Мы уже примеряли эту, только на подставке. Петитка может в ней стоять, если убрать подставку, они сразу слетят. На высокую идеально подошла эта одежда и обувь. Ну и этот парик, как всегда, ни о чемный. Вообще, казалось бы, можно еще придумать много разных сочетаний. И Mattel на задней стороне коробки показывает якобы столько всего можно делать. Но это полное вранье, потому что элементарно петитке эта обувь не подходит, она не может так выглядеть. И юбка эта на ней топорщится, а не так сидит. Ну, в общем, вранье немножечко. Так что по факту новых сочетаний особо и не получится. Петитка никакую обувь все равно не наденет. Ну, в общем, мне даже лень продолжать. Парики мы поменяли местами, тела поменяли местами, в целом посмотрели на обман Маттелла. Мне он уже даже лень рукава натягивать на пышку, потому что эта кофта все равно на ней так себе сидит. Ну, короче, таке. Ну, в общем, мы имеем 3 вот таких куколок. Кто брал Barbie Basics номер 1, у того будет 4 куклы одинакового скинтона, все 4 типа тел и вариации для игры. Ну, конечно, на нее парики не понадеваешь, ну, типа, что-то такое. Что я могу сказать? Мне с самого начала изначально показалась очень крутой сама задумка этого набора. Это правда прикольно. Собери сам свою Барби. Мне даже казалось, что это какая-то новая эпоха грядет. Простор для фантазии, игр. И что это должно быть интересно и детям в первую очередь, и нам, коллекционерам взрослым, потому что, конечно же, большинство из нас обожает менять образы кукол, переодевать их, а тут еще и парики. Но реализация... Я не знаю, на каком этапе у Маттелла что-то пошло не так. Можно перечислять плюсы. Например, крутая обувь, которой мы еще не видели, да? Такой вроде бы формы обуви еще не было ни у одной Барби. Но сразу же этот плюс перекрывается их несдержанным обещанием о том, что эта обувь должна подходить на все типы тел. Парики. Качество для $100 сомнительное, и сидят они, будем честны, так себе. Одежда полная Г. Некоторые частички куда ни шло, но опять же это перекрывается тем, что оно не подходит на все типы тел. Я не знаю, как надо тянуть, я просто не хочу рвать эту одежду. Новые молды, спасибо, да, но на головах шов под подбородком уродливый. В общем, на каждый плюс просто находится сразу перекрытие. Так что я могу сказать, что я этим набором огорчена. Огорчена, серьезно. За $100 ожидания были намного выше. И вообще непонятно, чем эта цена обусловлена. Купить 3 бейсиксов по $25 можно на $75. Почему здесь 3 куклы и 100? За коробку переплата, за аксессуары, ну они и у бейсиков есть, обувь, серьги, платье. Я не знаю. Пишите, что вы думаете. Какой молд вам из этих понравился больше всего? Они, конечно, все красивые. На лицо они прям симпатичные. Так вот, какой вам молд больше всех понравился?
Что вы думаете об этом наборе? Если у вас такой, может быть, в других скинтонах. Есть же еще под афроамериканку 03 Basics и под 4-ю рыжуху со светлым скином. Афроамериканочки мне должны будут приехать, но еще не скоро. Но мне кажется, обзор на них я записывать не буду, потому что я уверена, что это будут те же яйца, только в профиль. Другого скинтона куклы, но 100% у них тоже будут не подходить все эти одежки. Ну, посмотрим, я еще подумаю. Пусть еще он доедет, тот набор. Ну, в общем-то, такая, на грустной нотке заканчиваем обзор. С вами была Альбина на канале Бульбина Долл. А чтобы немножко скрасить этот обзор и поднять себе и вам настроение, я хочу пригласить на сцену своего друга Володю. Встретим аплодисментами!